И всем привет! Мы продолжаем нашу стройку. Наконец-то мы перешли внутрь. Будем заниматься внутренними работами. Начнем с утепления пола. Сначала сделаем вот среднюю комнату. Вот это все вычистил между лагами. А все опилки все пропылесосил даже, чтобы все чистенько было. Стоять теперь не очень удобно, правда, потому что перемычек нет никаких. Но сейчас начнем, значит, укладывать ветрозащиту сюда. Взяли недорогую, потому что там толстая не нужна под днищем. Вот. И будем укладывать ее. А затем будем сюда укладывать утеплитель 200 мм. Ага, работает. Уложили мы ветроизоляцию. Вот так вот она смешно выглядит пока. Ну, то есть тут мы по лагам все обернули. Степлером все пришлепали. Там тоже так же. А это вот начали делать, у нас тут прям беда какая-то с ней. Ну, сейчас мы ее будем распределять как-то равномерно. Там частично она на скобочках, вот по той стороне сделали, выровняли. А по этой стороне просто будем утеплителем ее туда выравнивать руками и сразу утеплителем закладывать, чтобы она не сбивалась. Максимально постараемся ровно все это сделать. Сделали мы утепление в нашей комнате на полу. 200 мм получилось. 2 слоя по 100. Утеплитель сделали в перехлест. Швы между собой не пересекаются нигде. Так вот все, ну, теперь получилось. Сейчас будем монтировать пароизоляцию. Пароизоляцию взяли из Испан РС, армированная, толстая. Сейчас будем ее устанавливать. Какой-то дикий ливень. Как раскатывается, такой стороной надо делать, мне кажется. Это же логично. Положили 2 пока целых по ширине листа, раскатали. Вот так вот она тут с небольшим, ну как сказать, короче, не полностью натянута. Должен быть небольшой запас. Мало ли, все-таки дом каркасный, тепло-холодно, туда-сюда все играет, чтобы ничего не поотрывалось. Должно быть с небольшим провисом сделано. По краям все на бутиловый скотч приклеивается. Тут еще прижать надо. Также там, где стык, внутрь проклеиваю ленту двухстороннюю, специальную для пароизоляции. И сверху, вот там вот уже стык есть, сверху по стыку будет еще один слой ленты, уже немножко другой, чтобы было полностью все герметично. Сейчас будем доделывать вот этот вот кусочек, тут придется резать вдоль пароизоляцию. Действуем дальше. У нас уже все закрыто пароизоляцией. По периметру она проклеена бутиловым скотчем, там просвечивает, и все прибито через этот скотч еще скобками дополнительно. Обязательно через саму ленту, чтобы отверстие не наделать. А по лагам еще монтируем вот такую вот ленту.
Это демпферная лента. Она шла 10-сантиметровая. Мы вдоль, собственно, вот этот процесс режется вдоль, потому что лаги 5-сантиметровой ширины, как раз 5 сантиметров достаточно. Она уже скобами 14-миллиметровыми прибивается по лагам. И дальше поперек уже пойдет обрешетка. Что ж, вот и готова обрешетка у нас под черновой пол. Торцы сделаны не впритык, само собой. То есть немножечко зазор есть. Также очень важна вот эта вот доска. Она взята от стены, где будет OSB упираться. Ну, то есть там она будет, естественно, с зазором. Ну, в общем, примерно сантиметрик. Он OSB длиной 2,440, и как раз вот центр этой доски 2,440, чтобы стык плит ложился ровно на эту доску. Специально ее вымерял, и потом уже от этой доски в обе стороны делал обрешетку. Здесь у входа сделал их чуть почаще, потому что место более проходное, чтобы надежнее все держалось. А тут уже чуть пореже. В принципе, вот так. Следующий этап — это уже будем листы OSB укладывать, для того, чтобы закончить черновой пол в этой комнате отдыха. Итак, промежуточный этап по укладке OSB листов в качестве чернового пола. Пока это все вот так выглядит. На удивление, по ширине получилось как раз один лист целиком в длину и один лист целиком в ширину. Прям замечательно. Ой, лишний раз пилить ничего не надо. Остается выпилить квадрат вот сюда и прямоугольник вот сюда. Прикручиваю его на саморезы, на оцинкованные. Саморезы 35 мм длиной, чтобы сквозь доску случайно не проходили и не дырявили пароизоляцию. Вот. Также есть зазорчики вот здесь вот для вентиляции обязательно. И будут небольшие щелочки между листами, ну буквально вот с миллиметр-полтора. Также для того, чтобы была какая-то вентиляция для досок под этим полом, чтобы они там не гнили. Вот сейчас занимаюсь этим монтажом. Дальше уже покажу, как это будет выглядеть в конце. Итак, завершили мы монтаж чернового пола в комнате отдыха нашей каркасной бани. Сделали его из плит ОСП 18 мм. По периметру у нас остался вентзазор. Также небольшой зазорчик между плитами оставили для того, чтобы все внизу проветривалось. И у нас еще и зима началась. Вот такой пейзаж у нас из окна открывается. А на этом заканчиваем. Всем пока.